Всем привет, друзья! В этом видео я вам расскажу, как добиться того, чтобы листья вашей рассады имели изумрудно-зеленый цвет. Обычно, когда рассада желтеет, какие советы мы можем слышать? Подкормите железом, либо подкормите азотом. Но мало кто вообще когда-то вспоминает за магний. Мы сегодня будем проводить листовую обработку всех своих растений в рассаднике калофермином магния. Это магний в хелатной форме. Именно хелатная форма наиболее легко усваивается растениями через листовые пластины. Друзья, какова же роль магния и как он влияет на то, что растения наши будут всегда зелеными? Магний является центральным атомом молекулы хлорофилла. Друзья, как известно, зеленый цвет нашей рассаде придает именно хлорофилл. Если не будет магния в растении, то, естественно, не будет хлорофилла. И, соответственно, растения зеленый цвет не будут иметь. Не будет хлорофилла, не будет проходить в подходящем объеме процессы фотосинтеза, растение останавливается в развитии и меняет свою окраску. И все это настолько взаимосвязано, вот всего-навсего не будет одного элемента под названием магний, не будет образовываться хлорофилл, не будут происходить процессы фотосинтеза, не будет развиваться растение. Все, растение загибается и в конце концов оно может погибнуть. Но это самый крайний случай, когда магний отсутствует полностью. В почве некоторое количество магния обычно есть, но в песчаных почвах магния поменьше, в тяжелых почвах магния побольше. Но всегда ли магний доступен корневой системе растений? Не всегда. Почему? Потому что мы на начальном этапе выращивания рассады проводим подкормки удобрениями с повышенным содержанием фосфора для того, чтобы лучше развивалась корневая система. Но следует учитывать, что фосфор намертво связывает магний. То есть, если в почве одновременно большое количество фосфора, то магний растению уже практически недоступен. Вот поэтому зачастую желтая вырастает у многих огородников рассада. А еще раннее весеннее время, солнца и так мало. Процессы фотосинтеза из-за слабой солнечной активности, либо из-за слабого искусственного освещения проходит ослабленно. И плюс отсутствие магния, связанного фосфором, вот и получаем слабую рассаду. Друзья, какой выход? А выход один. Это дополнительное внесение магния через листовую пластину. Друзья, вы знаете секрет некоторых очень опытных огородников, как добиться в летнюю жару, когда идет засуха, темно-зеленого цвета плода огурца. А это именно помогают огуречникам обработки по листу магния. Он участвует во многих процессах, конечно, в растении, но в основном он образовывает зеленый цвет листа, то есть хлорофилл. Вот его главное. И работая раз в 10-14 дней по огурцу, люди добиваются действительно, когда на рынке, вот кто знает этот секрет, стоят с огурцами в ящичках от темно-зеленого, а у всех остальных светлый огурец. В общем, все, что имеет зеленый цвет в растении, все имеет молекулы хлорофилла. И, соответственно, всем зеленым частям растения необходим магний. А мы или по незнанию, или так считаем, что это же не макроэлемент, не азот, фосфор и калий, которые самые в больших объемах нужны. Да, магний может быть в небольшом объеме нужен, но он растениям, тем не менее, критически важен. Поэтому, друзья, для того, чтобы ваши растения хорошо развивались, имели насыщенно зеленый цвет, корневая система, чтобы хорошо развивалась. Да-да, при взаимодействии магния и фосфора развивается корневая система, ускоряется развитие корневой системы. Кстати, интересные эксперименты были проведены учеными. Вот нехватка магния у растения на третий день сказывается в замедлении развития корневой системы. Если на листьях мы нехватку магния увидим через 10 дней, то на корне можно увидеть уже через 3 дня. То есть корень еще быстрее реагирует на отсутствие магния в растении. Поэтому необходимо все-таки при работе любыми препаратами использовать и прилипатели.
Вот, 20-30 миллилитров, значит, магния, именно такого, как я буду использовать, и 25 миллилитров вымпела. Этим рабочим раствором пройдусь по всем своим растениям. Ну, а вы смотрите, если проблема есть действительно с медленным развитием, с пожелтением рассады, то, возможно, причина как раз-таки в недостаточном количестве магния. Если не помогают вам азотные и железные подкормки, если все нормально с температурой у вас почвы, ну, то есть это если не проявление хлороза низких температур, при которых корень вообще ничего не берет из почвы, друзья, то, возможно, попробовать стоит именно поработать по листу магнием. И ситуация вполне возможно исправится. А работать, ну, каждые 2 недели, в принципе, допустимо, без всякого ущерба для растений. На этом видео закончу. Надеюсь, для вас оно было действительно полезным.